Азербайджан и Пакистан формируют военно-политический союз. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибудет с двухдневным визитом в Пакистан 12 июля. В ходе визита Алиев встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, премьер-министром Шахбазом Шарифом и начальником штаба сухопутных войск Асимом Муниром. Также запланированы переговоры министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Исхака Дара по вопросам двустороннего сотрудничества. Баку и Исламабад укрепляют связи во всех областях, в том числе в военной сфере. Отметим, что пакистанский авиационный комплекс подписал крупнейшую в истории страны экспортную сделку с ВВС Азербайджана. Так, стороны договорились о поставках модифицированных истребителей-бомбардировщиков совместной китайско-пакистанской разработки GF-17C Block 3. Сумма контракта составляет 1,6 миллиарда долларов, включая сами самолеты, подготовку пилотов и боеприпасы. Пакистан играет одну из ключевых ролей в реформировании ВВС Азербайджана и обновлении военного опыта Азербайджана. Помимо прочего, между двумя странами фиксируется рост объема товарооборота. Согласно отчетам, за 2022 год экспорт Пакистана в Азербайджан составил 32 миллиона долларов, а экспорт Азербайджана в Пакистан – 8,88 миллиона долларов. Сделка включает в себя следующие: 8 истребителей GF-17 Block 3, опцион еще на 8 самолетов, авиационное вооружение, обучение пилотов. Стоимость контракта – 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, Пакистан укрепляет связи с турецко-азербайджанским тандемом. Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана Ильхам Алиев, Реджеп Таyyip Эрдоган и Шахбаз Шариф провели на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане первую встречу в трехстороннем формате, на которой обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в области обороны и оборонной промышленности. Лидеры трех стран отметили значение состоявшихся учений под лозунгом «Три брата» с участием подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Также на встрече говорилось о создании тремя странами совместного производства в сфере оборонной промышленности. Таким образом, Азербайджан и Пакистан формируют военно-политический союз. На этом фоне Армения укрепляет военные, экономические связи с главным соперником Пакистана – Индией. Индия вооружает Армению и стремится реализовать с Арменией коридор север-юг через Иран. В регионе между Индией и Пакистаном идет геополитическая борьба, где Индия опирается на Армению, а Пакистан на турецко-азербайджанский тандем. По скриптум. Вот как его, Ильхама Алиева, встречали в небесах пакистанские военно-воздушные силы. Надеемся, пакистанцы все-таки уговорят Ильхама приобрести китайско-пакистанские истребители GF-17C Block 3 и на этом поставить точку в вопросе, чем заменить парк устаревающих МиГ-29, при том, что традиционные партнеры по ремонту МиГ-29, РФ и Украина, сейчас находятся на войне, и им не до этого. А то 15 лет пакистанцы за ним гоняются и все никак не могут толкнуть за 1,6 миллиардов долларов. Публикуем статью о проблемах ВВС Мьянмы с истребителями GF-17, которые также приобрел Азербайджан. Мьянмарский ресурс Наринджера Ньюс опубликовал небезынтересный материал о проблемах в ВВС Мьянмы с приобретенными истребителями GF-17M Thunder. Мьянма стала первым иностранным заказчиком и получателем легкого истребителя GF-17 FC-1. Отметим, что сообщения о серьезных технических проблемах, испытываемых ВВС Мьянмы с самолетами GF-17, появляются уже не первый раз. Также можно напомнить, что по ряду сообщений, дефекты планера и проблемы с его прочностью являются бичом самолетов GF-17 в ВВС Пакистана. Сообщается, что лидер военной хунты Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил свое недовольство премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и начальнику штаба пакистанской армии, генералу Асиму Муниру, поскольку все самолеты GF-17 Thunder, которые Пакистан поставил Мьянме в период с 2019
по 2021 годы были признаны небоеспособными. Однако вскоре после поставки этих самолетов ВВС Бирмы были вынуждены прекратить на них полеты в связи с обнаружением неисправностей и дефектов конструкции планера. Аналогичная проблема возникла с приобретенным парком самолетов и в 2022 году. Всего в стране насчитывается 11 истребителей GF-17, но ни один из них в настоящее время не эксплуатируется из-за технических неполадок. В сентябре 2022 года группа пакистанских инженеров тайно посетила Мьянму и произвела несколько тщетных попыток устранить неполадки. Теперь военная хунта в ярости и, если верить источникам, направила Исламабаду жесткое послание с требованием ответить за случившееся. В силе ли решение 1989 года о воссоединении Арцаха и Армении? Да, оно в силе, потому что это уникальное решение, которое основывалось не только на советском законодательстве, в его основе было заложено международное право. Верховный Совет Армении и Национальное собрание Арцаха при принятии этого решения фактически имели в виду геноцидальную политику Азербайджана и Турции, а также национальные интересы всего армянства. В то время СССР еще не распался, но этот документ был призван решить наши проблемы в контексте исторического права, объединить проблему Арцаха, становления армянской государственности с Айдатом. Можно сказать, что это был один из самых передовых шагов, предпринятых в то время. Судьба Арцаха и Армении определяется тем, что ни Турция, ни Россия не могут смириться с мыслью о том, что в Арцахе может быть международный контроль и что Арцах может иметь международно признанный статус. Есть международные документы, арбитражное решение Вильсона, Северский договор, которые закрепляют как право арцахских армян на самоопределение, так и право армян на создание национального очага в Западной Армении. Это также отражено в Декларации о независимости Республики Армения, в Конституции. И на самом деле именно это беспокоит Турцию и Азербайджан. В отличие от нас, возможно, они понимают, что наступит момент установления исторической справедливости, и им придется отказаться от политики силового диктата и удовлетворить исторические требования, то есть наши права в Западной Армении, право арцахских армян в Арцахе. Наши враги хотят, чтобы руками нашего правительства отменили наши законные требования. Но этого не произойдет, поскольку эти государства своими агрессивными шагами, основанными на шантаже, демонстрируют, что их пик пройден. И да, придет время, когда им придется признать эти решения. Они будут вынуждены не только праздновать победы, но и фиксировать потери. Это страх, у них ярче выражена историческая память, они делают это из страха и по наущению внешних кураторов. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.